принес? Да. Деньги принес? Да. Сколько? Как договаривались, 300 тысяч. Покажи. Поставь. А? Поставь. Пойдем за мной. А где машина-то? Вон она. Вон. А... Ага. Ты мужик. Ты мужик. Мужик. Всем привет, меня зовут Ильдар, я занимаюсь подбором автомобилей. Очень часто задают мне вопрос, какой автомобиль выбрать в бюджете 300 тысяч рублей. На самом деле я каждый раз отвечаю одно и то же, и поэтому захотел записать видео, где раз и навсегда объясню, почему конкретно каждую машину из выбранных мною стоит приобрести. Мы за время работы пересмотрели кучу вариантов, перепробовали практически все автомобили в этом бюджете и выбрали лучшие. Итак, это Skoda Octavia Tour, Mitsubishi Lancer и Ford Focus 2. Да, можно рассмотреть еще Nissan Almera N16, к примеру, Chevrolet Lachetti и кучу всякого. Все машины рассмотрены сегодня на механической коробке передач и с двигателем 1.6. Итак, поехали! Итак, это Skoda Octavia Tour 2007 года. Сам себе автомобиль выпускался с 1995 года. Был разработан Volkswagen на базе Гольфа. Сама все машина мне очень нравится, потому что у нее есть идея. Она делалась как самый дешевый Volkswagen для обычных людей, для того, чтобы вы могли купить ее в любой деревне и просто ездить максимально надежно, просто ездить. Довольно-таки скучный дизайн в салоне. Для 90-х годов это было нормально, но в современном мире, когда концерны Kia, Hyundai или Nissan делают какие-то космические панели, этот дизайн, он просто угнетает. На этой Шкоде стоит мотор BSE, он немножко глуповатый и работает с задержкой. То есть именно сам подброс оборотов, набор оборотов у него идет не сразу при нажатии газа, а с небольшой задержкой. То есть я могу нажать газ на 2-3 сантиметра, и при этом двигатель никак на это не отреагирует. Поэтому большинство людей, которые садятся за эту машину первый раз, они обычно не могут нормально тронуться, глохнут или дергают ее. То же самое и сцепление. Сцепление здесь под самый конец, а сам ход педали очень большой. И это тоже непривычно. К этой машине надо привыкать. Skoda Octavia Tour производится в двух типах кузовов. Это универсал и лифтбэк. И то очень хороший вариант для отдачи и для, скажем так, пенсионера, чтобы возить рассаду. Очень удобно, большой багажник. Даже в сложном состоянии он большой. А в разложенном тем более. В литрах не скажу, но туда можно поместить пару человек спокойно, и они будут там чувствовать себя комфортно. Ни в Lancer, ни в Focus близко такой. В Focus очень маленький багажник. На таких машинах очень много таксуют. В принципе, сейчас можно найти эту Skoda Octavia с любым фактически пробегом. Я встречал их с пробегом за 500. Недавно вот буквально встретил машину такой с пробегом 300, и она была в отличном состоянии. То есть у машины большой потенциал. Кузов здесь, кстати, оцинкованный. Это значит, что, в принципе, если машина если не снимались, не менялись кузовные элементы, если она не резалась, не тянулась, не ремонтировалась, то, скорее всего, она не сгниет. Volkswagen дает 12 лет гарантию от сквозной коррозии. Это распространяется и на Шкоду. Самый главный недостаток этой машины – это ее двигатель. Старый, древнючий мотор 8-клапанный 1.6, который, в принципе, очень плохо ездит. На этой машине стоит климат, соответственно, при включении кондиционера она
и так не блещет скоростью, а так вообще перестает ездить. А если вы посадили с собой еще 3 человек, 4, она даже не поползет. Вы будете, вас трамвай будет обгонять на это. Я обожаю Шкоду. Серьезно. За то, что ее можно троллить, она не обижается. Мотор, на самом деле, очень ремонтопригодный. То есть, фактически, можно не без особых знаний взять, купить книжку и по книжке разобрать, перебрать, соответственно, какие-то детальки снять, помыть, почистить и поставить обратно, все будет работать. Этой Шкоде она переварит все. Фактически, любой бензин выше 92-го, да и сам себе 92-й, и этилированный, и некачественный, и любой бензин она переваривает. Еще немаловажный фактор этой машины – это относительно небольшой расход топлива. Но все очень зависит в большинстве случаев от стиля езды. И если как раз едет на ней пенсионер, не гонщик, то в городе, даже в Москве, можно уложиться в 8-8,5 литров. Хотя Лансер в этом переплюнет эту Шкоду. И по поводу запчастей. На самом деле на эту машину продается огромное количество запчастей всех видов, качества, от самых дешевых китайских, даже отечественные производители производят на нее запчасти, потому что машина производится очень давно, выпущено очень много, и поэтому запчасти пользуются спросом. Тормоза на этой машине отвратительные. Вот другого слова нет, они отвратительные. Тормозит она очень плохо и немалоэффективно. Все потому, что сзади стоят барабаны. Сейчас барабаны ставят только на самый дешевый класс автомобиля, на А, Б классы. А от С-класса и выше идут диски. Тем не менее, я говорю, я уважаю вообще эту машину, уважаю труд инженеров Volkswagen. Я за то, чтобы эта машина жила, за то, чтобы она производилась, за то, чтобы ее покупали, ездили на ней, и за то, чтобы ее любили, за то, чтобы она имеет право жить гораздо больше, чем любой китайский автомобиль современный. Если вы собираетесь купить себе какой-нибудь Geely Emgrand или какое-нибудь подобное ведро, подумайте 10 раз, потому что эта Шкода пережила уже не одну сотню тысячу Эмграндов Geely, которые просто сдохли, умерлись, развалились, сгнили. А эта Шкода жила и будет жить, потому что это Volkswagen. Итак, это Ford Focus 2. В нашем обзоре это самая свежая машина, свежая именно модельным годом. Если у нас Octavia 95-го, Lancer 2000-го, это машина 2005 года. 2005 год накладывает определенные на нее, скажем так, обязанности. Она должна быть современной, должна быть интересной. Сейчас все делают машины все красивее и интереснее, а Focus это не коснулось. И поэтому по дизайну он на самом деле не намного лучше Шкоды, не намного лучше Лансера. Торпеда, вообще, в принципе, панель в салоне, пластик отвратительный по качеству, средней мягкости. Особо греметь не начинает, даже при больших пробегах, но качеством не блещет. Все, что ниже середины, сделано из отвратительного пластика. Ford Focus 2 изначально делается в России. Вот, это надо учесть, это надо учитывать. Изначально он разрабатывался для России, делается в России, собирается в России от и до. В отличие от Шкоды, которая производится в кузове универсал и лифтбэк, и от Лансера, который бывает только универсалом и седаном, у Фокуса есть практически любой тип кузова. То есть есть Фокус седан, есть Фокус хэтчбэк, есть Фокус трехдверный хэтчбэк, есть универсал, есть кабриолет. Оцинкованный кузов тоже плюс большой для России, машина не гниет. По поводу управляемости, на Фокусе довольно-таки на высоком уровне. То есть для своего класса он, как я говорил, автомобиль сбалансированный. И даже на скоростях по 100-120 он остается управляемым и нормально держит дорогу. То есть у вас нету ощущения, что машина потеряется. Высокий клиренс – это большой плюс, если вам машина нужна для поездок на дачу. Если вы любитель всякого рода фишек, примочек, то есть каких-то датчиков света, дождя, круиза и всего такого, что, в принципе, для этого класса не свойственно было в то время, Focus всем этим обладает. Можно реально взять Focus в комплектации Chia или под Titanium, и в нем будет все, вплоть до складывания зеркал. Датчик света, дождя, круиз-контроль, управление магнитолой
под рулем. Оно не на руле у них, а именно под рулем, и в принципе довольно-таки удобно. Не надо никуда тянуться. Еще у Фокуса есть большой плюс для России изначально, в первую очередь для России, это подогрев лобового стекла. Этого нет ни на Лансере, ни тем более на Шкоде. И зимой реально владельцы Фокуса это оценят. Но есть, кстати, минус этого стекла, очень часто оно бьется. Небольшое попадание камешка, и оно сразу идет трещинами. Это прям беда Фокуса. Вот я езжу абсолютно одинаково на всех автомобилях, но на Фокусе меньше 9 литров у меня не выходит. Вот, не получается. Фактически в любой деревне, практически в любом маленьком городке, где угодно, вы всегда можете найти на эту машину запчасти. Ну или вам их привезут довольно быстро. Американцы, когда делали Фокус, разрабатывали, они попытались зацепить весь рынок сразу. Они хотели машину сделать для всех. То есть она отлично подходит как первый автомобиль. И как последний автомобиль тоже отлично подходит. В равной степени подходит для всех. Если вы семейный человек или молодой парень, вы можете себе ее взять и можете просто на ней ездить. Это будет нормально. Смысл от Форда в том, что он нормальный. Вот это мне в нем не очень нравится, потому что у машины нет никакой ярко выраженной черты. Она просто нормальная. У нее нормальный дизайн, она едет нормально, у нее нормальная шумоизоляция. У нее нормальный двигатель, нормальная ходовая, все нормально, но это и плохо на самом деле. Потому что изюминки нет. Нету какого-то такого яркой выделяющей черты. Ее можно взять, если вам как таковой автомобиль вообще сам по себе не интересен. Если для вас важно машина, чтобы передвигаться просто с места на место, Фокус вполне подойдет. На вас он не выделяется в потоке, он не бросается в глаза, но в то же время он не выглядит так скучно, как в Шкода. Он выглядит нормально. Для того, чтобы открыть капот на этой машине, надо машину заглушить, вытащить ключик, пойти, откинуть значок, который всегда грязный. Откинули вы значок, повернули в одну сторону, повернули в другую сторону, потом только открывается капот. И это, мне кажется, инженер, который придумал это, если он еще жив, то он икает. А если он умер, скорее всего, в гробу крутится. Его вспоминают и проклинают все. Если подытожить, то я всеми руками за Фокус. Все автомобили, которые в этом обзоре рассмотрены, все стоят вашего внимания. Просто надо изначально понимать, к чему вы в первую очередь стремитесь. Кстати, еще интересный момент, который я заметил. Больше в потоке каждая 10-я машина — это Фокус. Наконец-то мы в Ланселе. И я прям долго ждал этого, потому что это самый классный, по моему мнению, это самый классный автомобиль среди этих трех. Фактически у Лансера есть большой плюс по сравнению с той же Шкодой. Здесь это и минус отчасти, но и плюс. Лансер нельзя купить в пустой комплектации. У них фактически комплектация всегда одна. Это электрозеркала, 4 стеклоподъемника, кондиционер и подогрев сидений. Если у вас бывает Лансер с мотором 1.3, но его вообще мы не рассматриваем. Я считаю, что это просто, скажем так, черная сторона Mitsubishi. То, что они любят такие вещи иногда делать с автомобилями. Его вообще брать нельзя. Очень красиво сделан щиток приборов в белом виде. Смотрится классно, но есть еще минус. У него красная подсветка, и ночью его почти не видно. Двигатель 98 лошадей. Легко чипуется, его легко чипануть, и он выдает где-то побольше лошадей 105-110. Точную цифру, в принципе, не замеряли. Вот здесь как раз на этом Лансере чипанутый мотор, и, в принципе, вот по сравнению со Шкодой сразу чувствуется разница. Насколько приятнее отклик машины на нажатие газа. Вот достаточно чуть-чуть нажать газ, и она уже откликается, она уже прям хочет ехать вперед. Самое интересное, что при всем при этом у этой машины очень низкий расход топлива. У меня лично, когда я ездил на такой машине, расход топлива выходил в районе 7 литров. 7 литров по Москве. Это факт. И здесь нет борткомпьютера. Я просто высчитывал это по простым способом. Я просто заправился на одной и той же заправке и смотрел, насколько мне хватает полного бака. Бак здесь 45 литров, хватал мне его на 618 километров.
смысл еще такой этой машины, она, как и Шкода, по-своему очень неубиваемая. Да, запчасти сюда стоят подороже, чем на Шкоду Октавию, но их также можно найти на разборке, также можно приобрести не оригинал, поставить ничуть не хуже, чем оригинальные. И, в принципе, вас сильно не будет заботить, что они дороже на уровне. Это не Honda, куда запчасти там в 3-4 раза дороже стоят. Здесь, ну, если сравнить его с Фокусом и со Шкодой, то у него самые дорогие, конечно, запчасти на эту машину. Но, тем не менее, он достаточно надежный и неприхотливый, и он не так часто просит какого-то ремонта. Ну, вообще, Лансер тачка огонь, прям. Я, честно, я прям обожаю Лансер. Это... Я вот сажусь за руль, еду, и как домой к себе пришел. Настолько все выверено четко, настолько он едет предсказуемо, настолько хорошо управляется, настолько... Это просто классная тачка, реально супер прям. Вот. Я как езжу, самое интересное, я на Лансере не ездил давно уже. И я сел в него, и опять он дарит прям эмоции. Я прям очень люблю эту машину. Как ни странно, вроде бы обычный японский средний седан, но он просто классный. Настолько он сбалансирован, настолько все это сделано, настолько продуманно и интересен, что у меня одни положительные эмоции. Я обожаю ее. Еще, кстати, такой интересный момент по поводу производства. Его начали выпускать в 2000 году, как я уже говорил, в 2004 был рестайлинг. Самое интересное, что выпускали его до 2007 года, то есть с 2000 по 2007, 7 лет. А после этого пошел 10-й кузов. И самый интересный момент в том, что эту машину по многочисленным просьбам клиентов, покупателей производили еще в 2009 году целый год. То есть фактически в 2008 году этих лансеров не было. Они производились с 2000 по 2007 и еще один год в 2009. Это уже о многом говорит. Не каждую машину, сняв с производства, ставит туда опять. Это важный момент. У этой машины она продается миллионными тиражами, у нее куча поклонников. И я как раз среди них. Это не значит, что стоит среди этих трех машин я выделяю его как самый классный. Нет, для меня лично да, но это мое мнение по поводу этой машины. Они все классные. Шкода отличная, Фокус отличный. Но просто вот по духу, по идее, Лансер для меня самая близкая машина. Вот. При том, что я, в принципе, не гоняю ничего, но он и прям эмоции зашкаливают. Настолько классная машина, я прям тащусь с ней. Ну привет. Ты продал мне ведро. Это мои деньги. Мудила. Ребят, самый главный смысл этого видео в том, чтобы помочь вам выбрать автомобиль. Выбрать из тех, которые, соответственно, мы уже проверили, с которыми мы уже долго работаем, которые можем смело рекомендовать в покупке. Но, тем не менее, важный момент является выбор конкретного варианта. Не экономьте деньги на проверке. Это может вылиться для вас в очень серьезные проблемы. Немало было случаев, когда человек просто экономил 2000 рублей и покупал себе хлам, который потом невозможно продать. И любой специалист, неважно, к кому вы обращаетесь, если он этим занимается, он будет разбираться лучше вашего хорошего друга, лучше, чем вы сами, если вы не работаете непосредственно с этими автомобилями. У него есть специнструмент, и поверьте, те деньги, которые берутся за проверку, берутся не просто так. Не попадайте. Всем пока.